В 1978 году группа Санта Эсмеральда выпускает, можно сказать, концептуальный альбом по мотивам фильмов ужасов про вампиров. Альбом называется «Beauty». В моей коллекции данный альбом представлен оригиналом, выпущенным в США. И мой экземпляр этого альбома имеет штампы, говорящие о том, что это промо-выпуск и он не предназначен для продажи. На альбоме 5 песен, из которых песня The Wages of Sin «Плата за грех» имеет 3 части, а песня Danse de la Beauté состоит из 2 частей. 5 треков, включая все 3 части песни The Wages of Sin, написаны продюсером Николасом Скорски на слова Стива Крикаряна. Автором 2 частей песни Danse de la Beauté был музыкант Хосе Марсель Андре Сук. Трек Only Beauty Survives «Выживет только красота» – это стандартная поп-баллада тех лет, и звучит она приятным воспоминанием той эпохи. Трек «Эпилог Learning the Game» звучит в традиционном диско-стиле Санта Эсмеральды. Песню «Hey Joe» «Привет, Джо», закрывающую этот альбом, написал еще в 1962 году американский музыкант и автор песен Билли Робертс. Билли Робертс написал эту песню, основываясь на старых темах Delta Blues, переработав несколько разных версий очень похожих песен. Джимми Хендрикс записал и выпустил эту песню как сингл еще в 1966 году, а затем записал ее на своем альбоме 1967 года, который назывался Are You Experienced? На альбоме Санта Эсмеральды этот трек звучит несколько, скажем так, неожиданно и непривычно. Хотя альбом Beauty имел хорошие продажи в Европе и в Южной Америке, он смог подняться только на 178-ю строчку в чарте США. Сингл, выпущенный с альбома с песнями The Wages of Sin и Danse de la Beauté, успеха не имел и хитом не стал. Конечно, для группы это было большое разочарование после успеха их первых 2 альбомов. Альбом Beauty стал второстепенным клубным хитом. В том же 1978 году был выпущен сольный альбом Лероя Гомеса под названием Number One Man. В моей коллекции данный альбом представлен оригиналом, выпущенным в Германии на лейбле Telefunken. По сути, это сборник демозаписей, который Гомес записал за несколько лет до этого с продюсером Пьером Жабером. Из 6 треков этого альбома только один был написан самостоятельно Лероем Гомесом, и еще один в соавторстве. Остальные треки – это работы сторонних авторов. На первой стороне пластинки один единственный трек – Jaywalk – пешеходный переход. Длительность трека почти 17 минут. Это стандартный дискотрек со 7 фишками стиля диско. Заглавный трек альбома был написан Гомесом в соавторстве с французским автором песен, продюсером и певцом Шарлем Спаном. Стандартная диско-вещь, ничем не выделяющаяся, но с хорошим вокалом Гомеса. Также можно характеризовать и третий трек Passion – Страсть. Следующий трек Down in Saint-Tropez с классическим звучанием стиля диско, с яркой духовой секцией и отличным легким диско-ритмом. Единственным автором этого инструментального трека является сам Лерой Гомес. Приятный, мягкий и спокойный следующий инструментальный трек Paris Sound, написанный фанк-басистом Лафайетом Хадсоном. В треке отличная работа духовой секции с хорошими соло. 6 минут приятного прослушивания. Заканчивается альбом коротким инструментальным треком Thumping, написанным перкуссионистом Кена Спеллером. Говорят, что сам Лерой Гомес был очень недоволен выпуском в спешке этого альбома, так как единственной целью выпуска было заработать на славе дебютного альбома Санта Эсмеральды. В общем, нормальный альбом, хороший представитель своего времени. И снова в 1978 году выходит еще один сольный альбом Лероя Гомеса. Он называется Gypsy Woman – «Цыганка». В моей коллекции данный альбом представлен оригиналом, выпущенным в США. Лерой Гомес подписал контракт с американским лейблом Casablanca Records. Вы знаете, что на этом лейбле выходили альбомы Donna Summer, группы Kiss, Village People и других. На этом лейбле Гомес выпустил 2 своих сольных альбома, и ни один из них не имел серьезного успеха. Так как у Лероя Гомеса в 1978 году вышло 2 сольных альбома,
Они составили друг другу конкуренцию, что не способствовало хорошим объемам продаж. Из 6 песен альбома Лерой был автором или соавтором 4. На альбоме 2 кавера. Первый из них – это песня Gypsy Woman. Это ритм-блюзовая песня 1961 года, написанная Кертисом Мейфилдом и записанная впоследствии его группой The Impressions. Песня появилась на одноименном дебютном альбоме группы в 1963 году. Она была первой песней, открывающей их альбом. Кавер на эту песню выпустил в 1967 году Джо Батаан, в 1985 году Бобби Вомак, а в 1970 году эту песню записали Майер Лэнс и Брайан Хайленд. Версия этой песни Хайланда поднялась на 3-е место Billboard Hot 100 в США, а в Канаде получила золотой диск. В 1990 году Сантана исполнил кавер на песню Gypsy Woman. Его версия включена в саундтрек к фильму «Духи, танцующие во плоти». Сам автор песни Кертис Мейфилд утверждал, что он написал эту песню, когда ему было всего лишь 12 лет. К песне Gypsy Woman в диско-варианте Санта Эсмеральды представлена дополнительная часть под названием Gypsy Love, исполненная в традиционном диско-стиле. Авторами трека были Хелл Брукс и Лерой Гомес. Далее на альбоме следует красивая баллада Let Me Change Your Mind в традиционном звучании поп-песен тех лет. Вторую сторону альбома открывает второй кавер на альбоме. Это трек «Испанский Гарлем», написанный Джерри Лейбером и знаменитым Филом Спектором. Хотя Лейбер обычно писал слова соответствующей музыке Майка Столлера и редко писал песни без своего партнера, эту песню Джерри Лейбер написал вместе с Филом Спектором. Тем не менее, Лейбер много раз утверждал, что Майк Столлер все-таки написал часть музыки этой песни, хотя в авторах он и не указан. Кстати, они были одними из первых, кого когда-либо начали называть музыкальными продюсерами. Песня «Испанский Гарлем» была впервые записана Беном Кингом и выпущена на его альбоме в 1961 году. Песня в его исполнении заняла 15 место в чарте ритм-блюза Billboard и 10 место в чарте поп-музыки. Свою версию песни выпустил и Клифф Ричард, он записал ее на своем альбоме 1962 года. Версию этой песни в 1971 году выпустила и Аретта Франклин. Правда, немного изменив текст песни для большего разнообразия. Строка «Красная роза выросла в испанском Гарлеме» превратилась в «Черном испанском Гарлеме есть роза, роза в черном и испанском Гарлеме». Кавер-версия этой песни в исполнении Аретты Франклин заняла 1 место в чартах Soul R&B и 2 место в поп-чартах. Версия Аретты Франклин заработала золотой сингл с продажами более 1 миллиона экземпляров. Песня заняла 358 место в списке журнала Rolling Stone 500 величайших песен всех времен. Один из авторов этой песни, Фил Спектор, также записал свою собственную версию песни и часто исполнял ее вживую. В этой песне красивые стихи. В ней поется: «В испанском Гарлеме есть роза. Красная роза выросла в испанском Гарлеме. Она особенная. Она никогда не видела солнца. Она появляется только тогда, когда всходит луна. И все звезды сияют. Она растет на улице, прямо сквозь бетон, но мягкая, сладкая и мечтательная. В испанском Гарлеме есть роза. Красная роза выросла в испанском Гарлеме. С глазами черными, как уголь, она смотрит в мою душу. И тут же начинается пожар. Я теряю контроль. Я должен попросить у тебя прощения. Я собираюсь сорвать эту розу и наблюдать за ней, пока она растет в моем саду». Вариант песни в исполнении Санта Эсмеральды звучит 10 минут в приятном традиционном диско-стиле. Закрывает альбом Gypsy Woman 2 песни авторства Лероя Гомеса. Это треки «Mama Told Me» и «Fooling You». Песни исполнены в лучших традициях диска, хотя и не имеют яркой запоминающейся мелодии. В 1979 году выходит очередной альбом группы Санта Эсмеральда с вокалистом Джимми Гоингсом. Альбом назывался Another Cha-Cha. В моей коллекции данный альбом представлен оригиналом, выпущенным в США. Санта Эсмеральда на этом альбоме сосредоточились на том, что у них получалось лучше всего – зажигательном слиянии латиноамериканских битов и диско-грувов, что было их самой сильной стороной и выделяло их из ряда других исполнителей диско-музыки. Первая сторона винила по традиции занята только одним треком – Another Cha-Cha, состоящим из 3 частей. Очень зажигательная, энергичная вещь, отличная танцевальная песня.
Слушая ее, вы невольно киваете в ритм головой и отбиваете ритм ногами. С треком Another Cha-Cha группа вернулась в топ-20 диско-хитов, достигнув максимума на номере 16. На второй стороне пластинки 3 трека. Первый – это запоминающаяся песня Generation. Песня интересная, оригинальная. Далее следует печальная меланхоличная баллада Back to the Beginning – назад к началу. Это также интересная запоминающаяся работа. Закрывает альбом 7-минутный трек Answer авторства Джимми Гоингса и Николаса Скорски. Добротный трек в фирменном стиле Санты Эсмеральды. В общем, альбом является хорошей работой, и для любителей диско-стиля этот альбом будет приятным дополнением к предыдущим работам Санты Эсмеральды. В том же 1979 году выходит и очередной сольный альбом Лероя Гомеса. Он назывался I Got It Bad. В моей коллекции этот альбом представлен оригиналом, выпущенным в США. После коммерческого провала своего предыдущего сольного альбома Gypsy Woman, выпущенного в 1978 году, Лерой Гомес предпринял еще одну попытку добиться успеха со вторым своим альбомом под названием I Got It Bad, записанным в Union Sound Studios в Мюнхене. В работе над альбомом ему помогали британский продюсер Саймон Сусан и исландский клавишник, аранжировщик и автор песен Тор Балдурсон. В записи альбома также приняли участие несколько известных мюнхенских музыкантов, таких как Мац Бьорклунд – гитара, Гюнтер Гебауэр – бас, Курт Кресс – ударные, оркестр Дэвида Каца. На бэк-вокале были Кей Гарнер, Сью Гловер и Мэдлин Белл. Хотя над этим альбомом велась более усиленная работа, как в создании песенного материала, так и в продюсировании, альбом также не получил ожидаемого успеха. На этом альбоме 7 песен. Лерой написал 2 из них сам и 3 в соавторстве. На альбоме есть песня Get Up Boogie, которая вышла в качестве сингла. Не путайте эту песню с песней Get Up and Boogie группы Silver Convention. Хотя что-то все-таки в них общее есть. На второй стороне вышедшего сингла была песня Little Girl. Песня Get Up Boogie заняла 43 место в диско-чартах США. Заглавная песня I Got It Bad – это представитель добротного стандартного диска конца 70-х, как, впрочем, и другие песни этого альбома. Хитов нет, но в общем альбом стандартный представитель своего времени и стиля музыки. После выхода этого альбома и нескольких выступлений в 80-м году Лерой Гомес ничем особенно о себе не напоминал, пока в конце 90-х он не получил права гастролировать под брендом Санта Эсмеральда. И тогда он начал активную концертную деятельность, особенно в рамках концертных проектов дискотека 70-х и 80-х годов.